Вот такие пиццы я сегодня приготовил. Смотрите, какая прелесть, как аппетитно все выглядит. Сделал я все с нуля. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня на ужин я решил сделать пиццу. Всегда я делал пиццу уже с готовым тестом, покупным с магазина, а сегодня я решил тесто сделать сам и также сам сделать томатный соус к этой пицце. Я думаю, что это видео будет интересно для тех, кто никогда не делал пиццу и тоже пытается научиться чему-то. Или если вы уже профессионал по подготовлению пиццы, посмотрите, может быть, я немножко по-другому делаю, чем вы. Итак, чтобы время не терять, покажу, что и как я буду делать. Конечно же, все ингредиенты для теста я подпишу вам под видео. Все, что мне понадобится, у меня здесь на столе, вот у меня здесь сухие дрожжи, то есть живые дрожжи, пытаются проснуться, теплая вода, мука, и туда же добавлю порошок чеснока. Я взял посудину планетарного миксера, сейчас здесь у меня горячая кипяченая вода, чтобы это было все теплое. И начнем добавлять сюда наши ингредиенты. Вода, соль, сахар. Отправляю муку. Мука у меня просеянная. Порошок чеснока, примерно чайная ложка. Оливковое масло. И живые дрожжи наши. Или сухие дрожжи, если у вас живых нет. И поставим меситься. Замеску начну с маленьких оборотов, и тогда постепенно обороты я увеличу. И месить примерно будем 10 минут. Так что теперь смотрим, как у нас все это замесится. Итак, тесто у меня замешивалось 5 минут, и кто-то мне сказал, или кто-то на YouTube сказал, как посуда, где замешивается тесто, уже чистое, тесто не пристает, значит тесто уже вымесилось. Так, как видите, здесь все чистое, теперь я все это перенесу в пластмассовую миску, и пускай оно у нас подходит. Вот такое эластичное тесто получилось. И теперь пускай тесто у нас подходит. Итак, для нашей пиццы понадобится соус. Тоже сделаем в домашних условиях. Я возьму один томат. Так, сейчас порежу. И отправлю сюда в блендер. Сюда добавляю томатную пасту на глаз. Томатный сок. Порошок лука. Порошок чеснока. Итальянские травы. Орегано. Перец молотый. базилик,
свежей. И немножко сахара. Примерно 1 чайная ложка сахара пошла. И все это мы сейчас пропустим через блендер. Так. Теперь я попробую на вкус. Неплохо. Так, теперь это я перенесу в миску. Так, накроем, пойдет это теперь в холодильник. И как будем пиццу делать, сразу же мы этой будем пользоваться. Итак, время готовить пиццу. У меня уже тесто подошло пару раз, смотрите, какая прелесть. И я думаю, что, наверное, я сделаю 3 пиццы с этого. То есть я беру сейчас... Смотрите, тесто хорошее какое. 3 части разделим. Сразу же возьму пекарную бумагу. И на этой бумаге мы раскатаем. Пойду немножко мукою. И также я забыл вам сказать. Здесь наш соус, что мы сделали. Я еще порезал лук, грибы, перец, томаты. И здесь у меня салами, все такое приготовлено. И здесь у меня сыр приготовлен. Так, теперь я сделаю бортик. Так. И теперь я сюда пройдемся нашим соусом. Соус пахнет очень хорошо. Так. Вот насвинячил. Сейчас немножечко с сыром пройдемся. И духовка у меня нагревается 180 градусов сейчас. Так, слегка сейчас притру сыром. Теперь я сделал пепперони. Также помните, я соус, когда делал, я соус не солил, потому что пепперони соленое, сыр соленый. И тесто мы тоже соль добавляли. Очень хорошо, целая пачка пепперони как раз пошло. Это будет пицца с пепперони у нас. Теперь добавляю грибы. Немножко перчиков, лук, томаты и опять сыром сверху пройдемся. Беру лопату для пиццы.
Так, и идет на другой стол сейчас. Так, мы продолжаем. Беру опять бумагу. Если не так делаю, пожалуйста, сильно не судите, потому что это первый раз я делаю пиццу с самого нуля. Свое тесто, свой соус, все свое. Вот так. И теперь мы отодвинем это. Выпекать буду по одному, потому что у меня только один камень для пиццы там в духовке. Так что по очереди. Я думаю, что пойдет где-то 15-20 минут на пиццу. Так. И оставшийся сыр сюда. На вторую пиццу мы томатов я забыл положить, так что вот на этой пицце больше томатов и побольше. Зато там у нас грибы, а на этой у нас грибов нет, так что здесь у нас только будет вот таким образом. Так что встретимся теперь, как все пиццы выйдут у меня с духовки. Вот такой результат получился. 3 пиццы. Все сделал с нуля первый раз. И честно скажу, что результатом я очень-очень доволен. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить дома. А именно, я сегодня сделал с нуля все 3 пиццы. Сам тесто заводил, сам соус сделал. Но честно скажу, что результатом я очень-очень доволен. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А если вы учитесь делать пиццы, пытаетесь сделать первый раз, я думаю, что это будет вам хорошим результатом, потому что тесто делать сравнительно легко, соус сравнительно легко тоже. Единственное, что пойдет время с выпеканием и пока тесто поднимется. Выпекал я при 180 градусах 20 минут каждую пиццу, так как у меня один камень для пиццы, только тогда пришлось мне 3 раза так что выпекать, так что у меня ушло примерно 1 час 20 минут на каждую пиццу. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотел с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем приятного аппетита и пока-пока.